Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и сегодня мы немного погрузимся в лор вселенной Реаниматора. А если точнее, то обсудим такую неотъемлемую часть сериала Fracturies, как пушки. Я расскажу вам всю каноничную и актуальную на данный момент информацию, которую поведал автор сериала в дополнительных материалах. Итак, не будем тянуть, ну и мы начинаем. Ну а начнем с самой базовой информации. Во вселенной Fracturies существует несколько видов огнестрельного оружия, и их можно разделить на два типа. Первый из них называется кремниевое. И, как ни странно, оно является довольно примитивным. Этот вид пушек был изобретен в Overworld несколько десятилетий назад. Процесс создания пушек данного типа довольно трудоемкий и требует много ресурсов. Однако, несмотря на то, что это оружие предназначено для сражений на расстоянии, эффективность его использования в подобных сражениях довольно мала, ну из-за низкой пробивной способности. И поэтому тем, кто использует кремниевое оружие, приходится биться чуть ли не вплотную со своим оппонентом, поскольку только на небольшом расстоянии у пушек появляется пробивная способность. Но малое расстояние между врагом и тем, кто использует пушку, влечет к тому, что враг попросту может убить того, кто стреляет. И поэтому кремниевые пушки не особо сильно распространены по территории Overworld. В конце концов, в большинстве случаев луки и мечи надежнее. И из-за подобных проблем технология создания кремниевого оружия была практически полностью утрачена и осталась лишь у нескольких фракций по типу Фростборна. Но даже не каждый фростборновец может себе позволить такое оружие. Потому что, как я уже сказал ранее, оно все еще требует слишком много ресурсов для своего создания. И получить такой агрегат могла лишь воинская элита, такая как Дэрил и Кейн. К слову, Дэрил не так уж и долго пользовался кремниевыми пистолетами, поскольку Азура смогла создать второй вид пушек. И вторым видом пушек являются маяковые. И по его названию можно догадаться, что они основаны на технологии маяка. Что же из себя представляет подобная технология? Ну, в основном, скрещивание энергии звезд Незера с компонентами железа, редстоуна и лазурита, а также подобными второстепенными материалами. Технология была изобретена Азурой, однако авторство не принадлежит только ей, ну потому что, во-первых, не она придумала охотиться на визоров, из которых, собственно говоря, и выпадают подобные незерские звезды. Эту идею придумала фракция Визербейн, которая ранее не упоминалась в сериале. Исходя из каноничных легенд, вышеупомянутая фракция занималась охотой на визоров в локации, которая называется Лес Иссушения. Напоминаю, эта локация появлялась в клипе Goodbye, когда отряд Патрика атаковал лагерь визер-скелетов. Именно в том лесу в прошлом происходила добыча незерских звезд, которые впоследствии продавались другим жителям Оверворлда. Но фишка маяковых технологий Азуры заключается в том, что они также включают в себя и древние технологии Эндера. Как так получилось, спросите вы? А все легко. Незадолго до основных событий сериала Fracturies, Азура, прогуливаясь по тундре, наткнулась на старый разбитый эндерский корабль, в котором нашла неработающие эндерские пушки и осколки эндер-кристаллов. Забрав с этого корабля все, что можно было унести, она принесла это в замок Фростборна, где пристально изучила и, имея в запасе несколько незерских звезд, создала несколько прототипов маяковых пушек, которые были продемонстрированы в клипе Just So You Know. У этих пушек также оказалось несколько минусов. Во-первых, при неправильном использовании они попросту перегревались и взрывались, что довольно сильно могло помешать во время боя. Во-вторых, их создание было еще более дорогим, чем создание кремниевых пушек, поскольку на каждую единицу пушек требовалась одна незерская звезда. А поскольку незерские звезды не валяются на каждом шагу, эти пушки попросту невозможно было внедрить во всю фростборнскую армию. И поэтому, опять же, ими пользовалась лишь воинская элита. Из плюсов, эти пушки имели очень большую пробивную способность, а также работали на довольно большой дистанции, что и стало основной причиной для их активного использования. К слову, даже Дэрил пересел с кремниевой пушки на маяковую после того, как Азура смогла создать эту технологию. А создание этой технологии происходило между клипами Cold as Ice и We Are the Danger. Также есть еще один важный нюанс. Вы помните тех бандитов, которые помогали Фростборну в клипе Goodbye? Эти бандиты изначально вообще не имели никакого огнестрельного оружия, а пушки были дарованы им Фростборном для того, чтобы они могли использовать их в бою, работая на своих нанимателей. Поскольку подобные пушки питались от энергии звезд Незера, они не нуждались в дополнительном создании патронов, в отличие от кремниевых пушек. Однако, когда энергия звезды кончается, энергетические пушки приходят в негодность. Во всяком случае, до того момента, пока их владелец не заменит источник энергии. Также существует усовершенствованный тип маяковых пушек. Этот усовершенствованный тип был впервые показан в клипе Back into Darkness. Дело в том, что когда крестоносцы Эндерстоуна смогли добыть Эндер Кристалл и принести его на изучение Азуре, та напала
пару с Нострой смогли дополнить маяковую технологию силой Эндер Кристалла, тем самым создав более мощные пушки. Конечно, они все еще не ровня оригинальным эндерским пушкам, но в любом случае они довольно мощны. На базе усовершенствованной технологии даже был создан механический голем с приделанным к руке миниганом, а также громадные турели, которые охраняли замок Фростборна в клипе Via the Danger XL. Важно отметить, что костюм Азуры, а также ее протез, который она начала использовать после ранения в клипе Cold as Ice Remake, также основаны на маяковой технологии и в целом работают по тому же принципу, по которому работают пушки. И по сути, маяковые технологии являются самыми эффективными по соотношению цены и качества. Однако, несмотря на все это, кремниевые пушки все еще используются в арсенале Фростборна. Ну, например, на дирижаблях, на создание которых, к слову, Азуру также вдохновили те обломки эндерского корабля. Или же на другом големе, поскольку они стреляют ядрами, в чьей пробивной способности усомниться слишком проблематично. И по сути, на этом все. В целом, я рассказал вам все, что известно по поводу пушек во вселенной Fracturis, и даже смог ответить на вопрос касательно того, почему Frostborn попросту не может нанять нескольких бандитов и расстрелять всех врагов. Ну, как минимум потому, что у бандитов нет пушек, а как максимум из-за того, что те бандиты из клипа Goodbye были разыскиваемыми преступниками по всему Оверворлду, и за их голову была назначена большая награда. А лорд Патрик просто подсуетился, смог их арестовать и заключить с ними взаимовыгодную сделку. Извините, но не каждый раз удается поймать беглого преступника, причем того, который сам пришел на твою территорию. И на этом я заканчиваю данный ролик. Само собой, я не удостоил упоминанием пушки Эндера, ну как минимум потому, что они, по сути, не входят в сериал Fracturis, а скорее являются частью сериала War of the Ender Kingdoms, а как максимум потому, что основываются исключительно на энергии Эндер Кристаллов. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Алекс Кларк, всем удачи, всем пока, до новых встреч, увидимся когда-нибудь завтра. Пока!